Antonio Ticini вам presenta. Мои любители прекрасного, приветствую вас на своем канале, и мы с вами в Италии. Не могу поверить в это. Rispetto all'orario di partenza per consentire il controllo della temperatura. Ringraziamo per la... Меняем поезд. Скоростной поезд в Италии похож на Сапсан. Все станции видны на экране. Ну что, приехали. Ференце. И не важно, где работает итальянец, он должен наслаждаться жизнью, даже в такой ситуации. Ну и начнем мы с мороженого. Жара градусов 40. Мороженое вошло хорошо. Фисташковое, лимонное. За 20 дней мы проедем с вами по нашей любимой Италии. Каждый день в новом месте. Это многосерийный фильм из самых красивых мест. Ну и наша зимняя улица. Помните, мы с вами гуляли здесь 1,5 года назад? Вот Диорчик открывается. Вот здесь мы с вами ходили и рассматривали витрины. А сейчас рассматриваем этого чудесного парня с копной. И как я уже говорила в предыдущей серии про Outlet V Mall, как же без Прада? Обязательно посмотрите, заходите на канал и подписывайтесь. Младшая сестра Прада Миу Миу. А в тренде сейчас пайетки. Марни. На мой взгляд, это бренд для творческих людей, для тех, кто любит минимализм. Но помним, что классные аксессуары мы можем найти в любом бренде. Вот такой прикольный магазинчик масок, не венецианских, а просто масок, был на соседней улице от отеля Виа Национале, а эта улица, я ее прозвала улица Рубинштейна, как в Питере, улица баров. И, конечно, моя любимая Понте Веккио. Понте Веккио переводится как «старый мост». Отличное расположение рядом с галереей Уффици. Он раньше нес оборонительный характер со стороны реки, позже был местом лавок мясников. Но главное, он был тайным ходом между берегами семьи Медичи. Сейчас это мост с прекрасными, шикарными магазинами, с ювелирными украшениями и часами. Через серию мы с вами поедем в Outlet Max Mara. Я решила поехать на общественном транспорте, на этот раз на автобусе. Про Макс Мара есть серия, которая вышла 1,5 года назад. Моя первая серия на YouTube канале.
Ссылка будет сверху. Пока вы рассматриваете ювелирные украшения и любуетесь красотами Флоренции, я вам расскажу страшную ситуацию, которую я наблюдала. История такая. Я ехала в аутлет Макс Мара в общественном автобусе. Со мной в автобусе ехало несколько итальянок, афроамериканцы и пару индусов. У одной из девушек был чемодан, собака, сумка для собаки и еще какая-то сумка. На одной из остановок зашел афроамериканец, попытался подсесть к этой девушке, но, как вы помните, у нее много вещей и собака, некомфортно. Половина автобуса была свободна. Она ему что-то сказала. Он внезапно начал орать, оскорблять, унижать ее, угрожать. Она ничего не могла сделать, так как в автобусе не было представителей Италии мужского пола. Вывод. Не нужно ездить на общественном транспорте в одиночку. Меня очень сильно трясло, я долго отходила от этой ситуации, мне было реально страшно, что беженцы так себя вальяжно ведут, ничего не боятся. Я все понимаю, среди всех народов есть разные люди, но бывают и вот такие ситуации. Насколько я знаю, они частые. Такая ситуация могла произойти в любой стране. Я просто хотела вас обезопасить, чтобы вы были осторожны, а мы с вами возвращаемся к этому великолепию, к этой красоте и к нашей любимой стране Италии. Вот такая интересная конструкция закрытия витрин, чтобы ночью их не обворовали. У тех, кто работает в этом месте, вокруг такая красота, да еще и потрясающий вид из окна. Очень забавный парень, он настолько позитивный. Хочется снимать все. Это все находится недалеко от Понте-Веккио, от знаменитого моста с ювелирными украшениями. Боги, к какой красоте я иду, кстати, неизведанная часть для меня. Мало гуляли раньше в этой части города, на другой стороне реки. Иду навстречу новому или вину. Несу какую-то чушь, наверное. Вечером у этого ресторана-бара потрясающий вид. Я советую зайти. Ну и как без итальянского автопрома? Такая она крошечная. Видите, вот, не знаю, как вам показать. Вот такая малышка. Ну это какая-то еще усовершенствованная. А, ну да, вот она вся современная там внутри. Красотка. На фоне красоты. А я, похоже, иду вот туда, наверх. Мне надо. Что думаете, или не надо?
Иду куда-то, где не была, хотя была здесь много раз. Обычный итальянский паркинг. Зачем еще в гору ехать? Конечно, на велике. Ну или на скутере. Прикольно. Тут я точно не была. Везде предлагают аперолюшку. Ох, тяжело. Подъем достаточно высокий. Не могу вам передать. Но учитывая, что я легко такой переношу, такую жару, конечно, вот уже вижу подступь к чему-то великому. Чтобы вы понимали, я еще иду. Это место для сильных. Особенно в жару 40 градусов. Но тем не менее, желающие есть. Подняться на такую высоту под силу только вот этим горячим женщинам. Самое подходящее место, чтобы увидеть закат. Но об этом в следующей серии про Флоренцию. Не пропустите. А пока наслаждайтесь этой красотой. А еще здесь есть какой-то сад. Если вы просто расплавились, как я, вон сюда. Ну и вы уже знаете, я люблю места там, где никого нет. На мой взгляд, отсюда вид пошикарней. Вот чем. Просто, как говорится, отвал башки. Господи, я до сих пор не могу поверить, что я здесь. Как же я скучала. И почему я здесь не была? Не любила Флоренцию. Но после этого места я изменила свое мнение. Хотя вообще я люблю Италию. В принципе. А кто и не любит? Мне кажется, что у меня будет 150 видео из этого места. Ну, очень красиво.
шедеврально. В общем, я не видела раньше Флоренцию, можно сказать, после увиденного. Я тоже готова искупаться. Если наверх подниматься около этой башни, это будет гораздо легче. История, когда ты просто ищешь тенек. Очередная моя любовь. Пустынная улица. Дынь-дынь. Вот она, башня. Она находится дальше от основного подъема, но подниматься легче, и вы сразу попадаете на смотровую. Вот я бы столько не смогла переслушать ароматов. Если вы сможете заходить. А вот так мы не делаем. Потому что это же город искусств. И вот еще что там у нее застряло. И такое можно увидеть. Почему-то вспомнился фильм «Парфюмер». Вся эта улица была заполнена множеством магазинов. Вот они, лаборатории. Видимо, только так с пакетами продуктов можно решить важные вопросы, пройдя 200 кругов. Вы знаете, если даже в Италии какая-то бижутерия мне не нравится, но как оформлены витрины, это, конечно, потрясающе. Поспав 2 часа, я оказалась вот в такой красоте. Снимаю, потому что здесь никого нет. Честно, до сих пор мне кажется, что я сплю. Я об этом мечтаю уже 1,5 года. А сейчас я здесь. Я просто очень счастлива. Каждый раз сдерживаю слезы. Честно, я не плачущий человек. Любитель странных смузи всегда найдет смузи, даже в Италии. Нашла какую-то маленькую улицу с крошечными магазинчиками, где представлено творчество сицилийских мастеров. Эти огромные лимоны, головы, вся их тематика. Что-то с ушками. Площадь, где много ресторанов, в которых сверху моросит водичка, чтобы было не жарко. Все пришли попить, и даже они.
Желаю вам отличных путешествий. Увидимся на моем канале в новых итальянских сериях, а это еще не конец. Продолжаем смотреть. И не забывайте подписываться на канал, потому что каждую среду вас ждет новое видео про Италию. Сумасшедшая такая жара. Вот город, я так понимаю. Какая-то красивая площадь. И вот там парк с какими-то зверями. Может, зоопарк? Нет, кстати, похоже на кладбище. А мне, пожалуй, пора в город. Обожаю лабрадойлеров. Кто знает, тот поймет. Очередной мост. Иду к нему.